Всем привет, с вами Matt the Cat, и сегодня у нас специальный выпуск. Поскольку я потратил 7000 кристаллов, а мне не выпало Баал, и даже Сахароза не выпало. Но у нас есть Рейзер, поэтому мы сделаем особое блюдо Рейзера. Манштатские оладушки. И манштатские оладушки в виде волчьих лапок. И те сделаем. По разным рецептам. А знаете, кто настоящий манштатский оладушек? Симпатичный оладушек. И чтобы поддержать наш канал, обязательно поставь лайк под этим видео и напиши в комментариях, что хорошего или плохого случилось с тобой на этой неделе. Давайте готовить. И как я и сказал, потратил я 7000 кристаллов, осталось у меня 2500. И давайте крутнем баннер еще один раз. А потом я буду копить на Сяо. Нажимай. Ну нажимай. Слишком мягкие лапки. Я сам. Давай, Матюш. Иди, Матюш. Холодное лезвие! Как тебе повезло. У меня их штук 30. Манштатские оладушки. Толстые лепешки из картофеля приятно хрустят благодаря небольшому количеству сосновых семечек, хорошо сочетаются со сметаной, придутся по вкусу людям любого возраста. Готовим! Идеально. Манштатские оладушки. Основной ингредиент — это картошка, поэтому мы накопали картошки. Так как в рецепте сказано, что это толстые лепешки из картофеля, но не уточняется, из какого именно, мы можем сделать две версии оладушек. А если бы и была какая-то конкретика, то почему бы не поэкспериментировать для разнообразия? Для начала чистим картошку. Нам нужно штук 6 средних. Этого хватит на 4 оладушка. После тщательной экспертизы натираем всю картошку на крупной терке. Можно, конечно, использовать и кухонный комбайн, но его же придется мыть. Обязательно сливаем всю лишнюю жидкость, добавляем перец, черный, красный, неважно, и немного солим. И самый главный ингредиент — это кедровые орешки. Вкусные, но дорогие. И если кто не знал, то кедровые орешки — это семена сосны, поэтому все точно как в рецепте. Добавляем пару горстей и хорошо мешаем. Орешков. Удобно тебе, Матюш, здесь? Теперь самое сложное. Так как мы не добавляли в картошку яйца и муку, она не так уж и хорошо склеивается. Поэтому, чтобы все держалось, кладем порцию картошки в полотенце и скручиваем, чтобы вылилась вся вода. Так оладушек спрессуется и будет держаться. Как отжали, разворачиваем и придаем картошке конечную форму. Нам нужна более круглая. Оставляем готовую порцию на тарелке и лепим остальные. По той же технологии. А яйца мы не добавляем, потому что так вкуснее. Ну, лично для меня. Но можно, конечно, приготовить и с ними, кому как нравится. И время жарить. Призываем Яромира и в сковороду льем масло. Немало и не как для фритюра. Нормально так. В горячее масло опускаем оладьи и жарим несколько минут на среднем огне. Ориентироваться можно по цвету корочки. Как только одна сторона пожарилась, переворачиваем и жарим еще несколько минут. Готовые оладушки выкладываем на салфетки, чтобы стекло лишнее масло. И готово. Прям как на картинке. За окном ураган, уже очень темно, и я не знаю, насколько видно, но это получилось очень похоже. Два манштатских оладушка, внутри семечки шишек, здесь вот 3 вот шишечные семечки еще, соус брусничный и 2 листочка базилика для украшения. И пробуем наконец-то. Попробуешь? Слишком жирная для тебя. И с соусом. Ну, сосновые шишки хрустят. Кстати, не знаю, откуда кто-то взял панировку из настоящих шишек. В рецепте написано, что в оладушки добавляются именно сосновые семечки. Они же кедровые орешки. Получились хорошие, всем известные драники. Они же манштатские оладушки. И попробуем со сметаной. Сметана у нас от лучших коров Манштата. Вкусная жареная картошка, она же хэш-браун, она же драники, она же манштатские оладушки. И давайте теперь приготовим особое блюдо Рейзер. Оладушки в форме волчьих лапок. Картофельные оладьи, волчьи лапки. Те же самые оладьи, только в форме маленьких волчьих лапок. Особое блюдо Рейзера. Каждый оладушек вылеплен в форме волчьей лапки. Каждый съеденный оладушек дает понять, сколько усилий вложил Рейзер в приготовление человеческой еды. Давайте тоже вложим усилия в приготовление человеческой еды и сделаем эти волчьи лапки. Мэтт, заряди на удачу. Зарядил на удачу. Лук-рогатка. Вау! Каплю на Сяо.
А я заметил, тут 2186 кристаллов. Нужно, чтобы ровное количество осталось. Давайте еще раз. Давай, давай, давай. Что? Кто? Синцу. Он у меня есть, и я им вообще не играю. На уровне лука-рогатки. Готовим оладушки. И волчьи лапки Рейзера тоже начинаются с картошки. Мать, картошки? Матюш. Опять чистим картошку. И мы легких путей не ищем, поэтому используем нож, а не картофелечистку. Тут главное не выбросить половину с очистками. Как всегда, Мэтт-контролер все обязательно проверяет. Нам нужно примерно 6 средних картошек. Призываем Яромира. И перед тем, как варить, режем картошку на 4 части. Нас обманули. Прям лук-рогатка. Так она сварится в разы быстрее. Вообще, чтобы она сварилась еще быстрее, можно порубить ее и мельче. Заливаем кипятком, чтобы полностью покрыло. Солим и варим на среднем огне. Чтобы проверить готовность картошки, просто тыкаем ее ножом. Сливаем воду и вываливаем картошку в миску. Добавляем к ней сливочное масло и разминаем в пюре до тотальной бескомочковости. Немного солим, перчим, добавляем сушеного чеснока, можно побольше. И трем в картошку сыр. Важно это сделать, пока картошка горячая, чтобы он сразу расплавился. У нас ушло почти 200 грамм. Сыр, смешиваясь и плавясь, придает картошке пластичность, из-за чего легче будет вылепить лапки. Что у нас есть? Матюш такое любит. Это кедровые орешки. А кедровые орешки — это часть сосновых шишек. Поэтому добавляем их в картошку. Без шишечных семечек мы не обойдемся. И здесь нужно несколько горстей для вкуса и хруста. Обязательно все перемешиваем. Как только масса готова, приступаем к самой сложной части. Ну уж точно сложнее, чем просто слепить манштатские оладушки. Лепим волчьи лапки. Технология на самом деле не очень сложная. Сначала лепим лапку из большего количества картошки и делаем углубление под 4 пальца. Затем отдельно лепим пальцы и присобачиваем их на места. Но легче сказать, чем сделать. Прежде чем получились лапки, у меня вышло и дерево, и цветок, и манштатский оладушек. Поэтому старания Рейзера стоит оценить. Ну и наконец получилось. Не идеальные, но свои родные. И убираем в морозилку на полчаса. Пока оладушки замораживаются, делаем соус, с которым они подаются на картинке. Сделаем его на основе сметаны. Нужна пара ложек. Добавляем пол чайной ложки горчицы, соль, перец и каплю соевого соуса. Тут нужно быть осторожным, чтобы не пересолить. И зубчик чеснока на терке. Перемешиваем и готово. Волчьи лапки наконец заморозились, теперь панируем их и жарим. Для этого сначала обваливаем оладушки в муке. Не забываем стряхнуть лишнее. Затем окунаем во взбитые яйца. Также со всех сторон. Каждая часть должна быть покрыта и мукой, и яйцом. И обваливаем в панировочных сухарях. Ставим сковороду на средний огонь и окунаем оладьи. В этот раз масла нам нужно много. В идеале, чтобы оно покрывало оладушек полностью. В нашем случае, как только первая сторона поджарится, мы его переворачиваем и жарим до полной готовности. Выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. И жарим остальные. Предупреждаю, с маслом нужно быть очень осторожным, иначе можно получить сильные ожоги. Матюша никогда не находится рядом с горячим маслом. И у нас все готово, теперь собираем. Брокколи, соус, лапки волчьи. И я уверен, что Рейзер обязательно положил бы под волчью лапку немножечко волчьих крюков. Для подачи на тарелку мы выложили брокколи и поставили соус. Это секрет. Волчьи крюки прячем оладушками. И готово! Брокколи, возможно? Брокколи. И все готово. Это же волчьи лапки. Смотрите. По-моему, очень похоже. Надо попробовать. Особое блюдо Рейзера. Мы его сделали. Оладушки в форме волчьих лапок не так уж и легко было слепить, но мы справились. Давай пробовать. Как вкусно! Это очень вкусно. Особенно в сочетании с вот этим соусом. Давай я дам то, что я не особо люблю. Вот тебе брокколи. Хочешь, как хочешь. В общем, получилось очень вкусно, потому что это идеальное сочетание картошечки, много сыра, и все это обжарено в хрустящей панировке. То есть снаружи оладушек очень хрустящий,
а внутри очень нежный и мягкий. И очень забавный вкус, всему этому добавляют сосновые шишки. В общем, мне очень понравилось. И спасибо большое, что смотрели, спасибо вам за поддержку, обязательно ставьте лайк под этим видео и в комментариях напишите, как вам Инадзума, потому что лично я жду не дождусь, пока она закончится, мне не нравится. Всем пока. Бусь. Как вам? Спасибо, что досмотрели до конца.